Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Прежде чем я начну основную часть моего сегодняшнего разговора, я бы хотела вам рассказать одну из самых грустных историй в моей жизни. Это случилось 10 лет назад. Я познакомилась с чудесной девушкой, которую звали Юля, с чудесным человеком, открытым, хлебосольным, очень добрым, невероятно теплым, которая любила кормить всех, угощать всех, выслушать, посмеяться, жизнерадостная, интересная. И самое главное качество, она умела любить просто так. Не за что-то, а вот просто так, потому что ты вот такой-то. И, значит, с ней случилась одна такая история в жизни. Еще до нашей встречи с ней, до нашего знакомства, где-то там давно еще, она познакомилась с мужчиной, случилась близость, и, в общем, там длительные отношения у них не получились. Ну, в общем, это сейчас не столь важно. Когда мы с ней познакомились, начали общаться так тесно, оказалось, что у нее выявили сифилис. Причем сифилис уже как бы такой не свежий, а старый сифилис, давнишний. То есть, значит, она заразилась им где-то, не знаю, год-два назад, может, 3. Начала она лечиться, начала она анализы сдавать. И в конечном итоге направили ее на лечение в университет венерологических там болезней и всяких там кожных заболеваний. Не помню, как он точно называется, в Москве. Вот, потому что я ездила ее, проведывала, в общем, гуляли там вместе. Рядышком там парк находится. Ну и вот так вот. Пытаюсь так все вспомнить более детально, потому что хочется мне рассказать как можно больше вам и в подробностях. Немножечко даже волнуюсь, я бы так сказала, потому что такая неприятная история из жизни. Значит, положили ее лечиться, дорогие друзья, и лечили ее капельницами. Капельницами с антибиотиками, понятно, потому что инфекция – это палочка сифилисная, или сифилитическая, или сифилисная, уже как бы пошла вглубь, и там нужны более серьезные методы лечения, чем, скажем, при свежем сифилисе. Видите, какая сегодня тема ужасная. Благодаря ей я уже изучила все, что только можно было, потому что я люблю интересоваться всем, все изучать. И когда я ее навещала, там, конечно, у нее была VIP-палата у нее была. Там лежали еще несколько человек в этих VIP-палатах, то есть у каждого своя отдельная комната была, такая уютненькая. Те, которые лежали вместе, там было по 6, 8, 10 человек. В этой палате были и наркоманы, и с 90-х людей, которые не вылечились, а лишь залечили эту болезнь. Конечно, там дает усложнения разные, потом оседает эта палочка в какой-то орган, но, в общем, там ничего приятного нету. И чем раньше вы это выявите, тем лучше. Лечение, я не помню, проходила в 2 этапа, по-моему, 2 недели, потом 2 недели отдыха, еще 2 недели. И вот, значит, 2 раза в день ей капали вот эти капельницы бешеные. Вот такие дозы здоровенные. И после этого длительного лечения, значит, антибиотиками этими сильными, у нее упал иммунитет, и, значит, начался рак. Она была любительница отдыхов в таких горячих странах, много загорала, и у нее на коже образовалась такая темная, знаете, вот такая плямбочка. Вот. Она ее не беспокоила, в общем, на ноге это было у нее. Она ее не беспокоила. И вот после этого лечения, когда иммунитет упал, пошел рак кожи. И вот ее лечили. Она ездила в Москву на заработки, потому что она была украинка, но работала тогда в Москве. Она ездила на заработки, лечилась в Украине, снова ездила на заработки, снова ездила туда на лечение в Украину. И так это длилось 3 года. Люди, которые лежали с ней в VIP-палате,
Это был костюмер известной певицы, не скажу кто, потому что это непорядочно. Но, значит, его вылечила певица, и он успешно остался работать с ней, живой, здоровый, все хорошо. Ну, а моя Юлечка, у нее, в общем, таких спонсоров не было, которые бы отправили ее куда-то в другую страну лечиться. Она лечилась сама, и так на протяжении 3 лет так вот ездила, лечилась, и в конечном итоге она ушла из жизни. Я нашла еще ее друзей, потому что когда я ей написала, ответа не было. Я зашла на страницу, там уже свечка была. Нет, не свечка, ну да, там уже друзья высылали там всякие там пожелания, отдыхай с миром и так далее. Я выяснила у ее друзей, которые там с ней были, время лечения в Украине, как она ушла из жизни. Сказали, что она ушла из жизни такая же веселая, позитивная. Когда медсестра ее спросила: Юля, ты что-то хочешь сказать? У тебя есть какие-то пожелания? Юля ответила, как всегда: дуреха, ну не плачь. Медсестра расплакалась. Говорит: не плачь, дуреха, я, в общем, так быстро не окочурюсь, я еще буду жить. Но, дорогие друзья, это были последние слова, и она ушла из жизни с улыбкой. С позитивом, такой, которой я ее помнила, в общем, которой она была всю жизнь. Два дня назад в море познакомилась с женщиной из Санкт-Петербурга. Она работает в лаборатории, и, в общем, мы так где-то с ней полчасика общались. Я говорю: ну и как там сейчас? Она говорит: Виктория, такие инфекции, что даже не представляешь, что даже даже неизвестные эти инфекции, то есть даже нет маркеров, чтобы их вот выявить. И какие-то постоянно новые инфекционные заболевания. Ужас, в общем, так и говорит. Просто ужас, что происходит, что творится с кровью. A few moments later. Вуаля, теперь я в роли Елены Малышевой. Она мне совершенно не нравится, но что только не сделаешь ради любви к подписчикам. Итак, поехали. Основная часть. Берем банан. Сейчас я буду с вами разговаривать, как с маленькими детками в 1 классе. Вот бананчик. Смотрите. Вот бананчик. Берем его, открываем. Пимпочка. Вот бананчик. Хорошо видно. Вот. Смотрите. Этот бананчик сегодня будет в роли, назовем так, фиолетового зобра. Моя подруга называет, ну, в общем, так, любя мужской член, фиолетовый зобр. И мы сегодня этим словосочетанием будем успешно пользоваться. Оно придаст юмора и, скажем, настроения нам. Значит, смотрите. Это вот, вы догадались, это головка фиолетового зобра. Значит, если вы едете в Хургаду, то здешних мужчин, вот, значит, я аж заикаться стала, головка фиолетового зобра приоткрыта, потому что они обрезаны. Значит, она везде натирается об штанишки, об трусики и становится бесчувственной. Вот эта часть становится бесчувственной. Вот так вот трется, много, раз, трется и бесчувственной. К чему это я? К тому, что они не используют презервативы, потому что вот эта часть уже нечувствительная становится. Если одеть презерватив, то вообще ничего не чувствуешь. А какая здесь жизнь? Вот если вы так поднимете голову, в любое время дня и ночи вы где-нибудь в какой-то части города или за городом увидите летящий самолет. В Хургаду, из Хургады.
Это новые люди, новые женщины, которые настроены на отдых, на релакс, на знакомство, на какую-то любовь, романтику. И, в общем, владельцы фиолетовых зобров очень тоже на это настроены. Вот. Ну, как-то так. Поэтому, в общем, они что только не выдумывают, что только не говорят, чтобы не одевать презерватив. Врут безбожно, я там чистый, давно не был женщиной, боже мой, вот тебе справка. Справку, кстати, можно купить успешно. Вообще-то я стесняюсь тут с этим бананом сидеть, если честно. Ну ладно, положу пока. А теперь немножечко серьезнее. Значит, Африка. Здесь своя флора и своя фауна. И, значит, на головке фиолетового зобра целый зоопарк со временем накапливается. Целая таблица Менделеева в квадрате. Нет, не в квадрате, а в кубе. В общем, на головке фиолетового зобра такие инфекции, что вы даже не можете себе представить. И если вы поедете в нашу страну, в любую другую страну, они просто не смогут их выявить, потому что нет этих маркеров. Я общалась в Хургаде с гинекологом, и она мне, значит, рассказала, какие здесь разные болезни, как здесь женщины лечат почки, потому что есть инфекция, которая, значит, с головки фиолетового зобра попадает в середину, вовнутрь, туда, и, значит, попадая в мочеполовую систему, оседает где-то в почках. И навсегда, просто здесь хорошие лекарства, и успешно это можно как бы поддерживать. Но я не понимаю, зачем после какого-то общения с фиолетовым зобром, скажем, попрощаться со своим здоровьем навсегда. Очень часто можно в Фейсбуке встретить, значит, там ищут какое-то лекарство или подскажите, что там с почками не то. Раньше, по крайней мере, это видела. С почками что-то не то, что там обострение туда-сюда. Там женщины, которые тут живут, ей, значит, советуют, в общем, там лекарства, потому что здесь хорошее лекарство. Вы знаете об этом. Это один из главных плюсов Египта, то, что здесь качественные лекарства. Мои дорогие подписчицы, скажу вам так, что в Египте, конечно же, очень много хороших мужчин, но их тяжелее встретить, потому что вот эти бананщики с фиолетовыми зобрами, они очень активны, их много, и то есть они очень много дел делают. Вот знакомятся со всеми, знакомятся туды-сюды, и, в общем, у них смысл жизни засунуть в свой фиолетовый зобр большое количество женщин. Поэтому будьте бдительны, включайте такой аналитический склад ума, критическое мышление развивайте в себе. Но жизнь такая прекрасная, столько можно всего сделать. И вот из-за какого-то фиолетового зобра, в общем, потерять жизнь и попрощаться, скажем, с небом, с солнцем, с морем и с друзьями из-за какого-то фиолетового зобра. Ну, разве я не права? Это, кстати, касается не только Египта, вы не подумайте. Я сейчас говорю о любом туристическом городе. Впереди сезон каникул, впереди время отдыха в полном разгаре, так что, надеюсь, видео вам будет полезно. Берегите себя, думайте немножечко наперед, анализируйте, что если вы честный человек, это не означает, что все остальные честные. Ну, вот как-то так, дорогие друзья. Да здравствует Фрейд. Доем я банан, чтобы он не испортился. Ребята тут недалеко улыбаются мне. Что это я такое придумала? Видите, какой у меня халатик классный. Да здравствуй, дядюшка Фрейд. Ну а на сегодня все. Если вам понравился этот выпуск, вы можете меня единожды отблагодарить. Нажать на сердечко «Спасибо», которое находится под видео, и выбрать маленькую сумму для обмена энергиями. Я увижу от кого. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока.